Привет, ребята. Сейчас мне надо установить вот сюда тумбочку с раковиной. Заказчик предусмотрительно просверлил отверстие. Сделал, как он говорит, ленивый анкер. Я вообще не сторонник вот этой штуки. Сейчас туда капну, под завязочку почти жидких гвоздей и забью дюбель. Ух ты. Пошли. Хозяйский молоток. Ну, как-то так. Также делаю со второй. Теперь, впрочем, вот такой вот крюк. Конечно, оно чуть под углом, но это ничего страшного, можно будет подогнуть. Тем более регулировки есть на самой тумбе. А пока наш дюбель, анкер, крюк, не знаю, как хотите называйте, подсыхает, давайте установим монтажные краны, арматурные. Так, у нас есть, это такой, вот эта штука, уголок под 90 градусов и удлинитель. Я не знаю, можно было обычный арматурный кран купить, знаете, такой симпатичненький. Ну ладно, маємо-то еще маємо. Давайте устанавливать. Так, ребята, следующий день. И я надеюсь, что оно все схватилось. Так, этот хорошо. Этот хорошо. Ну что, сейчас будем ставить тумбу. Ну, по манере исполнения ванной комнаты я даже плохо спал. Ну да ладно. Раз заказчик это все принял, значит нормально. Просто, давайте снимаем ящики. Тумбочку предварительно накинул. Вот этот болт прижимает. Вот этот регулирует ее высоту. Соответственно, сейчас прижали. И можем наблюдать бок. Краны не открываются. Сейчас мне надо будет их повернуть, чтобы они были на 90 градусов по часовой стрелочке. Чтобы была возможность открывать воду и закрывать. Боже, боже. Сухо. Так, с этим все хорошо. Но тут есть еще маленькие прикольчики. Допустим, тот же слив. Но к нему еще вернемся. Давайте сейчас ее по уровню выставим. И будем уже разбираться с рукомойником. Его, кстати, тоже, наверное, прикручу. На всякий случай. Ребят, смотрите, начал ее притягивать. И начала вытягивать дюбель из стены. Скорее всего, что я сейчас снимаю ее. Делаю новые отверстия чуть-чуть выше. Ну, не надо ничего придумывать. Если химический анкер должен быть, вариант подешевле с жидкими гвоздями, он, не катит. Не катит, ребята. Сейчас будем крепить нормально. Фу, она меня вчера высушила с этими дюбелями. В общем, ладно, сейчас буду нормально делать. Ребят, сбегал в магазин,
купил новые дюбеля, новые крючки. И с монтажом это, это заняло 20 минут. Ну, магазин, обратно, просверлить, забить и закрутить. Смотрите. История какая? Если вы считаете, что ваша стена, ну, не очень хорошая, так скажем, кафель на липухах, ну, это уже вопрос к кафельщику. Вы просто не горизонтально сверлите отверстие, а под углом. Когда доходите уже, вы ключом подгибаете его и закручиваете, чтобы оно было вот как-то так. Старые отверстия я заделал. Не знаю, их все равно видно не будет. Ну, на всякий пожарный, чтобы мало ли что. Давайте, сейчас накинем тумбочку, посмотрим, как оно. Раз. И два. Сейчас максимально затягиваю, смотрю, как оно себя ведет. Ну, чувствуется, как притягивается. Тут видно, как оно притягивается. Теперь удаляем деталь для транспортировки. Удаляем ее и уже накидываем сверху умывальник, чтобы отметить точки крепления. Смотрите, даже получилось по высоте классно. Шов перекрываем. Сейчас отмечаем и просверливаем места подкрепления. Смотрите, умывальник фиксируется вот такими вот шпильками. Потом, когда мы вкрутили шпильку, мы одеваем умывальник. Я, наверное, его еще и промажу силиконом санитарным, чтобы он приклеился. Не знаю зачем, конечно, но промажу. Потом такая пластиковая шайба, металлическая шайба, и уже гайкой притягивается. Так что поехали. Так, прикрутил смеситель, прикрутил умывальник, прикрутил сифон, трубки, канашку. Но наступает тот момент, которого я боялся больше всего. Смотрите, вот наша канашка выходит. Сейчас. Выходит канашка. В общем, она на 1/3 перекрывается водопроводными трубами. Ну и отпилен раструб. Видимо, он был выше, но мешало прокинуть трубы. Скорее всего, что я его сейчас вот так вот отпилю и буду пытаться вот это туда вкорячить. Не знаю, что получится, но буду пробовать. Где-то вот так вот. Ну, чтобы и поворота хватило, и засунуть можно было. Фу, где-то вот здесь. Поехали. Сейчас намечу. Резал под углом, чтобы можно было
Не знаю, уместно, неуместно, легче вставить. Сейчас ножом уберу. Фаску сделаю. Фух. Примерочка. В общем, да, диаметр, что тут 50, что тут 50. Ой. Фух. Ну ладно, я отключаюсь сейчас, потому что будут маты, перематы. В общем, ребята, получилось ставить. Фух. Я и феном обычным грел ее, чтобы она мягче стала. Фух. Ну, в общем, вставил, замазал санитарным силиконом, герметиком. Фу. Долгих лет жизни человеку, который это делал, эту канализацию. А в частности, тому человеку, кто ее вот здесь вот отпилил. Фу. Ну, все вот так вот на тоненьком проходит. Болтается, не прижимает, но все минимально. Зазоров практически нет. Ой. Давайте попробуем. Все льется. Все сухое. Там сухо. Думаете, квесты на этом закончились? Ага, как бы не так. Сюда надо поставить зеркало, а провод намного выше зеркала. Ну, в общем, ребята, как ни крути, с умывальником и тумбой и умывальником закончили. Все, зеркало висит, тумбочка стоит. Единственное, что сделал, это переделал здесь проводку. Помните, вот там вот был провод. Я его спрятал, обрезал. Переподключил. Раньше зеркало включалось вместе с вентилятором. Но как-то не очень. Теперь оно включается отдельно. Провод я, как ни странно, просунул между гипсом и кафелем по бороздочкам от гребенчатого шпателя. Да, такое тоже может быть. Теперь все работает. Это вентилятор. Это зеркало.